Здравствуйте, друзья! Давно меня не было здесь на YouTube. За это время пришло осознавание того, что я не могу не делиться с вами. Я хочу продолжать, я хочу рассказывать о новых местах, о том, где я бываю, а самое главное, каким способом я познаю себя. Что значит познавать себя? Для чего, зачем? Познавая себя, мы познаем мир, мы познаем Бога, Творца внутри нас. Мы познаем то неизведанное, то сакральное, то таинственное, что есть, помимо этого материального мира. Мои видео теперь будут наполнены немного более сакрального смысла, потому что раньше я не делилась этим так настолько, насколько хотела, потому что думала, что кто меня смотрит, возможно, не поймут, не оценят. Потому что все, что сакрально, все, что человек не понимает, он обесценивает, к сожалению. Это вызывает различные эмоции. Чаще всего люди то, что не понимают, они этого боятся. Но в этом я. В этой сакральности, в этой передаче вам этого внутреннего мира есть мой дар, мой талант. Передача состояния. Мой канал называется так. И поэтому даже в своих путешествиях по миру я все равно буду делиться опытом проживания того, что внутри меня происходит. И как с помощью этого я познаю сама себя, познаю мир, познаю природу, бытия. Сейчас я сижу просто в невероятнейшем доме на закате в моей родной Беларуси. Это моя родина, вторая. О Якутии я рассказывала в цикле в прошлом году. Кому интересно, можете посмотреть о самых сакральных, таинственных местах в Якутии, там, где мне удалось побывать. В ней очень много всего, но она очень дикая. Добраться туда невероятно сложно. А сейчас я в Беларуси. В Беларуси я жила до 27 лет. И жила жизнью обычного человека, обычной девушки, девочки, потребителя, которая не знала себя, жила в парадигмах, в паттернах, в привычках, шаблонности, автоматизме, неосознанно. Но это мой опыт. Зато было весело, зато было интересно. Я не говорю, что сейчас не весело, интересно, но тогда, даже тогда у меня все равно был интерес к жизни, интерес к самопознанию, интерес к проживанию различных ситуаций. То есть я такая была немножечко безбашенная в этом плане. Мне нравилось познавать мир. Я практик в этом плане, и много было различных ситуаций в моей жизни. И на тот момент я не знала Беларусь, не знала ее красот природы, не знала людей глубоко, не знала мест природных, исторических, не бывала. В родном Витебске, да, я много чего видела, жила, но дальше, наверное, Минска я не выбиралась. И сейчас, этой весной 2025 уже года, так получилось, что в феврале я в Беларуси, и ко мне пришло это: Снежана, а что это? А что это для меня Беларусь? Моя правая
отцовская линия рода. С родовой линией я знакомилась. Я строила родословную, докуда смогла, до моих прабабушек, прадедушек. Потому что, к сожалению, архивы в Беларуси сгорели во время Великой Отечественной войны. И я соединяюсь с ними, я чувствую поддержку отцовской линии. Но именно с природой, с красотой, масштабностью этих бескрайних полей, этого высокого, чистого, ясного неба, этих озер, бескрайных, бесконечных, которых так много в Беларуси. Ведь Беларусь — это Белая Русь, синеокая мы ее называем, потому что здесь очень много озер, и они невероятно красивейшие и огромные. Для меня Беларусь — это всегда такое, про такое очень легкое, очень такое возвышенное состояние здесь. И природа сама благоволит этому. Люди очень добросердечные, как мы называем друг друга, терпеливые, с открытым большим сердцем. Но, конечно, сейчас еще до сих пор есть места, где люди живут на уровне выживания, и от этого есть неосознанность. Там, где есть уровень выживания, где человек еще не закрыл свои базовые потребности, к сожалению, присутствует неосознанность, автоматизм, чтобы выжить, чтобы прокормить себя и свою семью. Но я очень надеюсь, и я знаю и верю, что скоро все будет меняться. И оно уже меняется. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И поэтому это видео и ряд следующих будет посвящен моей родной